Да, да, сэр, сегодня здесь Безволосый, и мы вернулись с еще одной реакцией Димаша. Это я с Токийского джазового фестиваля. Мне много раз рекомендовали это выступление, и в каждой рекомендации говорится очень много хорошего об этом выступлении, так что я чрезвычайно взволнован. Я не знал оригинальную песню Кодзи Тамаки 1989 года, поэтому я пошел и послушал ее, и, честно говоря, я думаю, что это прекрасная песня. У меня сразу же побежали мурашки по коже. Я думаю, что это отличная песня, и это одна из многих вещей, которые мне нравятся в Димаше. Благодаря обширному репертуару, который он исполняет на разных языках, он знакомит нас с музыкой со всего мира, которую мы иначе не узнали бы, так что оригинальная песня. Это просто песня, которая находит отклик во мне. Мне нравятся гармоничные переходы во всем этом. Текст песни просто такой элегантный. Это песня о любимом человеке, который покидает певца, и «Н» означает «не уходи». В оригинале также есть прекрасная инструментовка, почти как у целого оркестра. У вас здесь есть фортепиано, ударные, флейта, гобой, струнные, рожки, виолончель, бас-гитара и соло для гобоя. Мне музыка нравится. Гобой – один из моих любимых инструментов. Димаш – это Димаш, и Димаш обожает свои вариации на тему Димаша, так что, как всегда, мне просто очень интересно посмотреть, что он делает с этой песней с точки зрения вокала. Хочу отметить одну вещь из оригинальной песни. Если вы не знаете, то это потому, что певец довольно часто использует свой фальцет, а также певец Кодзи Тамаки. У него довольно воздушный голос, так что я ожидаю этих двух вещей. Много использования фета и воздушного звучания. Хорошо, давайте сразу перейдем к Ну, я имею в виду, да, мне это нравится. Мы прослушали 2 минуты из 6, и мне это нравится. Мне нравится эта песня, мне нравится его подход к ней до сих пор. Как только я увидел его лицо музыка здесь, я понял, что нас ждет настоящее удовольствие. Он слился воедино с музыкой, он и есть музыка здесь. Я вижу это лицо и понимаю, что такое музыка. Я вот-вот испытаю что-то великое, и я злюсь, потому что я также знаю, что это будет мой единственный первый опыт. Если бы вы наблюдали за моей реакцией до того, как я хотел бы это сделать, проанализируйте то, что мы только что прослушали, если вы не хотите этого слышать. Что касается временной метки, то здесь я собираюсь начать вступление, потому что это первое, что мы слышим. Вступление оригинальной песни с музыкальной точки зрения просто захватывает меня. У нас странное синтетическое звучание в стиле 80-х, но потом. По-настоящему трогательной частью является музыка. Позвольте мне быстро записать в нотной записи то, что мы слышим на пианино, а затем мелодию на гобое, а затем я покажу вам. И не волнуйтесь, если вы не умеете читать ноты, это будет нечто большее. С визуальным представлением все в порядке. Итак, у нас здесь есть 3 линии, верхняя линия гобой, а затем эти 2 линии пианино, и вы можете представить себе пианино в 2 частях. Правая рука – верхняя часть, которая представляет собой вот эту среднюю линию, а затем нижняя часть нижней части похожа на левую. Вы увидите, что некоторые ноты окрашены в синий цвет.
это означает, что они не изменились с тех пор, как мы впервые услышали их в начале. Так что мы можем видеть, как именно эта нижняя часть фортепиано играет. Он недолго остается синим, потому что он опускается, он движется вниз, он меняется, но пока нижняя часть движется. Вы можете видеть, что верхняя часть пианино здесь и гобой отказываются двигаться. Они продолжают играть то же самое, что и мы. Я слышал это с самого начала. Давайте просто быстро послушаем эту музыку. Так как нижняя часть движется вниз, гармония меняется вместе с ней, но две верхние части отказываются двигаться, это вызывает напряжение. Вот что, на мой взгляд, делает эту музыку такой приятной. Это то, что сразу привлекло мое внимание. Ухо, а затем напряжение. Это постепенно удаляется, так как сначала верхняя партия фортепиано здесь решает измениться, в то время как партия гобоя все еще остается неизменной. А затем, наконец, партия гобоя тоже соглашается измениться. Так что в версии Димаша прежде всего мы играем в одной тональности, так что это означает, что он поет на той же высоте, что и оригинал в версии DH, хотя мы не слышим этого отказа менять инструменты, которые играют. Они действительно меняются вместе с гармонией, они более плавные, но в них все еще чувствуется напряжение. Здесь звучит музыка, и это потому, что добавлены другие инструменты, в частности струнные, которые воспроизводят эти неразрешенные сжатые аккорды. У нас в оригинале тоже есть струнные, но они просто намного тише. В версии Димаша он гораздо менее заметен, там играет меньше инструментов, поэтому каждый инструмент более заметен, так что мы получаем его вступление в эфир. Слушайте эфир, который звучит после. Слышимая нота заканчивается. Это показывает, насколько эмоционально он поет, и мы слышим слышимую ноту не, а затем слышимая нота прекращается, но он все еще поет. Но в этот момент выходит просто воздух, вы слышали, как я упоминал воздушный звук Димаша. У меня были предыдущие реакции, но до сих пор ничего подобного не было. А потом мы переходим к этой части музыки, я имею в виду просто вау. Эта музыка и голос здесь вызывают у меня желание просто забраться в постель, устроиться поудобнее и забыть обо всем. Все, и просто слушайте и цените это, на случай, если вы не можете сказать, что мне это нравится, так что следующий фрагмент я хочу привести в качестве сравнения с оригиналом. Так что в оригинале в этой части, которую я собираюсь сыграть, мы развиваемся, мы думаем, что это. Он переходит к своему главному голосу, а потом все начинает немного успокаиваться. Становится тише с Димашем. Мы вроде как понимаем, что голос Димаша обладает более очевидной силой. Здесь нет воздуха, это просто тот мощный голос, который мы все узнаем. Но он настолько контролируемый, что его почти не слышно, и нет пианино, играющего очень низко, но затем он переходит на. Снова этот воздушный голос музыка. И вместо фортепиано у нас внизу звучит виолончель. Виолончель часто описывают как инструмент, звучащий наиболее похоже на человеческую вокальную памбру. А затем Димаш обращается к самому важному слову в целом. Песня «Музыка» — это смесь силы и полной противоположности «я могу». Это означает «не уходи», так что создается впечатление, что он начинает с уверенности в том, что говорит. Это не воздушное, а мощное звучание, и затем он возвращается к нему, как будто на полпути он понимает, что в этом нет смысла, что это бесполезно, что он опоздал. Я думаю, это такое прекрасное музыкальное произведение. Ладно, давайте продолжим музыку.
Это так хорошо, стоит ли мне просто остановиться на этом? Я не думаю, что смогу выразить это словами. Так что здесь была одна фраза. Посмотрите, как Димаш поет эту песню в оригинале. Они почти идентичны, и я думаю, что Димаш так и делает. Это по очень конкретной причине, потому что именно в этот момент мы получаем действительно заметную разницу с оригиналом. Потому что теперь мы играем другой аккорд. Последовательность аккордов здесь все немного более джазово. В версии мы играем ре минор, в то время как в оригинале на данный момент играем си минор, а си минор — это ключ ко всему произведению. Так что вы можете думать об оригинале на данном этапе как о возвращении домой, но в версии Димаша мы еще больше отдаляемся от чего бы то ни было. Что касается домашнего уюта, то по крайней мере в данный момент мы продолжаем как в оригинале до тех пор, пока не появятся барабаны. В оригинале барабанов вообще нет. Так что это существенное отличие, а также появляется бас-гитара и у нас меняется тональность. Теперь мы как бы отделились от оригинала, а затем этот бит, как я уже говорил, вызывает у меня желание лечь спать. Просто отключиться от внешнего мира и просто послушать это чуть позже. У нас впервые появляется настоящий момент оперного тенора, и текст песни в этот момент переводится так, что все превратится в воспоминания. Возможно, вы удивитесь, узнав, что я не говорю по-японски, но здесь у меня есть перевод. А потом этот смешанный голос, который он произносит, смесь грудного и головного голоса, пронзает мою душу. Он настолько уникален, это такой сумасшедший тембр, что если его выделить, он действительно звучит не так, как должен звучать мужской голос. В конце есть неожиданность, я думал, что все закончилось. И я думал, что он собирается спеть еще. Да, это там наверху с одной из моих любимых песен. Димаш. Выступление, которое я видел до сих пор, это его 9-е выступление, которое я видел. О да, мне действительно нравится это. Я собираюсь слушать его еще много раз. Я имею в виду сразу после того, как я сделал паузу во второй раз после всего, что мы уже сделали. Затем мы услышали музыку, этот его ангельский голос, поднимающийся почти до верхнего диапазона черс, а затем фраза повторяется. Теперь еще ниже, так что мы думаем, что все в порядке, он снова опускается, но конечно же нет. Мы слушаем Димаша, а затем музыка переходим прямо к ми бемоль на октаву выше, а затем сразу после этого не собираемся. Все это начинает немного сводить с ума. Потому что Димаш просто напоет верхнее «да», которая обычно является самой высокой нотой, которую должно петь сопрано.
А что касается музыки, то у нас есть этот CH, который является соль диез мажорным седьмым аккордом. Это один из тех доминирующих септаккордов, о которых я говорил в своем последнем домашнем бесплатном видео. Для тех из вас, кто смотрел, где я использовал аналогию с муарами, которую мы затем рассчитываем довести до мажора, и мы действительно переходим к Это не мажор до минор. Так что это лишь малая толика того, что мы могли бы ожидать услышать. Придавая этому дополнительный фактор вовлеченности, я думаю, и тогда мы поймем, что это идеальный момент для моего, казалось бы, обязательного тенора. Клип «Тупи Вау» я называю вау-моментом для оперных теноров, и Димаш поет на одну ноту выше, а затем заканчивает в стиле Димаша тем мощным смешанным голосом, который он любит использовать в музыке. Теперь я не думаю, что это такое же элегантное или чистое звучание, как некоторые другие его вокальные стили, которые он предпочитает использовать. Но я не думаю, что это должно быть так, судя по тому, что я видел, он, кажется, предпочитает использовать этот тип Там, где музыка говорит о правильном ощущении боли, так что это было интересно, я подумал, что на этом мы, возможно, закончили. Это почти как тот странный момент, когда Димаш дышит асмр, но потом появляется Димаш. На этих нотах от до диез он до этого пел до диез. Так что в то время слух заставил меня подумать, что затем мы закончили до диез минор, если вдуматься в аккорды, которые подразумеваются. Мне нравится, что это прекрасная, идеальная интонация для завершения. Но он сразу же опровергает это, напевая «Будь естественным» в пониженной гамме, так что он идет так, как мы. Знаете, что мы все еще двигаемся, впереди еще много чего, и затем последний фрагмент пения мы слышим от аплодисменты его громоподобного баритона. Басистый голос заставляет нас желать большего, я думал, что он будет продолжать в том же духе. Да, потрясающе, невероятно, я такой. Я так счастлив, что, во-первых, мне удалось услышать это. А во-вторых, оригинальную песню, по крайней мере для меня, оригинальная песня определенно играет определенную роль в том, насколько мне нравится эта версия. И если бы не Димаш, я бы никогда не услышал оригинальную песню. В остальном все в порядке, давайте оставим это здесь. Спасибо всем, кто рекомендовал этот фильм, как всегда, большое спасибо за просмотр, мы ценим это, ставим лайк и подписываемся. Если вы хотите поддержать меня и присоединиться к сообществу Сахис, вы можете это сделать. Присоединяйтесь к подписке на Patreon или YouTube, ссылка на которую приведена в описании ниже, и мы увидимся в следующий раз.